Здрасте. Николай, доброе утро. Это Алексей 073. Ну. Угу. Ну, я жду звонка. Угу, я понял. Ну, хорошо, на связи, жду звонка. Угу. Еще раз здрасте. Знаете, какое сегодня число? Сегодня уже пятница. 14. Мы стоим здесь уже третьи сутки. Чуть телефонов назаводил. Вот. Стоим, ждем. Наш груз еще не выпущен с границы. Ой, вернее, с границы он выпущен. Он на СВХ растамаживается. Мы здесь были, ну, мы две машины туда, вот. Я и, ну, с нашей машины там Павел. Вот он сегодня поехал грузиться. Его груз вчера выпустили. А мой еще пока не выпустили. Не знаю. Не знаю. Даже как-то я не уверен 100%, что мы сегодня еще тоже загрузимся. Ну, может быть. Может быть. Вот. Поэтому уже вот стою, получается, я в среду приехал. Вот я уже в среду отстоял. Сегодня третий день пошел. Ну я-то ладно, тут вон наши пацаны на Китай заходить уже 2 недели стоят. Кошмар. Так все там долго с Китаем, вот эти все вот, ну тут очереди, электронные очереди, тут записи, тут вообще система такая сложная. Тут просто так не заедешь, нет такого. Ты приехал в колейку, стал и поехал. Нет, здесь ты оформляешь, записываешься в очередь электронная, определенное количество машин заходит, а тут что-то пару дней сервера висели. Ну, я так понял, что сервера. И это вообще не запускали там машины, много разворачивали, короче, пацаны тут так это уже можно им посочувствовать. Ну, представьте, 2 недели. И это еще надо еще в Китай зайти, загрузиться и выйти. В лучшем случае еще дня 3-4. Это при самом хорошем раскладе. Ну что делать? Говорила мама, учись. А дети все. Бимби до конструктора. Вот, пожалуйста. Теперь сидите на границе с Китаем. Ну да ладно. В общем, у нас пока стоим. Ждем. Пасха на выходные. Вот что. Меня вот что тревожит. Что на выходные Пасха. На Пасху точно никто работать не будет. Поэтому до Пасхи надо загрузиться. На это есть еще 2 дня. Сегодня, завтра. Сегодня 14 апреля, кстати. 14? Да. 14 апреля. Уже середина весны. Сейчас пока домой приедешь туда-сюда, уже и лето. А там опять белые мухи. Здрасте скажут. Долго не стой, Лех. Я буду спать. Долго не стой, Лех. Все, пока-пока. Едь в Китай. Короче, поехали. Без 15:02. Меня к 2:30 сказали. Понял. Так. Сорвало. Сейчас сделаем.
Сейчас воздух-то идет. Да я так не один. Что тебя сорвало? А, ну да. Я сейчас ничего сделать тут не смогу. Вот ё-моё. Зачем тебя сорвало? Ну давай, стравливай быстрее. Ну я думаю, скорее всего, это раскрутилось, гаечка. Чё так долго-то? Опять надо воздух качать. Ключиками надо поджать. Так лень же лезть за ключиками. Вот. В общем, позвонили, сказали 2:30 приезжать за, ну, к месту погрузки. Поехали. Ну, просто. Сегодня вот, ну, уже у них график сдвинулся на пару суток. По идее, говорят, мы уже, говорит, сегодня должны заходить. А сегодня поехала наша машинка, которая должен был вчера зайти. В общем, парни тут уже в легком шоке от стояния. Хуже нет стоять. А вон, кстати, только что пролетела Скания с лидертрансовским прицепом. Это не мой ли? Красная Скания с лидертрансовским прицепом. Это не мой ли товарищ поехал? Который проблем создал. Может, и он. Там тут рядышком, вон, что тут, 1,5 километра. Вот сейчас. Нет, поворот, следующий поворот налево. И мы на месте погрузки. Тоже вот, смотрите, тут что-то вот с левой стороны что-то грузят, перегружают. А, ну перегружают. Вот этот КамАЗ, видно, это вытащил. Перегружает сразу на другую машину, которая потащит дальше. А что, пацаны, собрались? Как-то вы не в том направлении стоите. Вам наоборот. Китай там, вы только оттуда. Забайкальское СТО тут находится. Это что-то не Ксарбайтен, походу. Что там, Павла-то? Пашу загрузили. Не загрузили. Он поехал сегодня где-то в 8:30 грузиться. Где нам стать? Здесь занято. Здесь вот прижмемся к обочине. На нее как-то стремновато съезжать. Ну, вроде она тут сухая, не мокрая.
тонуть не должен. А вон Паша стоит. Крыша сдвинута. Тоже верхняя погрузка. Пойдем сходим к нему туда. Тебе ее туда по максимуму, наверное, заводить, да? Я думаю, по ширине может Это ее крутани по ширине. Ну да, по ширине. А она ж войдет по ширине? Войдет. Пойдет, она в том же так же. Тихо, тихо, тихо. Я. Войдет, Ремни войдет. не зажму. Зажмешь. И все, и кидай ее тут, и нормально будет. Пашу грузят. Слушай, документы его на руках. 4 тонны болванка есть. У меня тогда же ведь и резинок-то нет. А не, есть, вру. В ящике у меня резинки, резинок море. Короче, груз у нас будет низкий, но тяжелый. У меня где-то будет 21, 14, даже 22 тонны где-то. Сразу чувствуется. А он в той воле, в том трале, мой груз лежит. Переоденусь, пойду там Паше помогу. Зачехлиться потом. Отлично. Не груз, мечта, ё-моё. Все это последнее. Ладно тебе стесняться. Все так вот, подлиннее. Ты знаешь, сейчас вот пускай тебе положат и пойти посмотреть. Может, и не надо ничего играть будет. Положи. Смайну ее полностью. Да. Потом, если что, резинку попробуй. Да, сходи весы, посмотри, если что, может, ничего делать не надо. Все, Пашка отъезжает. Давай, давай. И я сейчас на его место загоняю. Пошел я за своим. У меня там повеселее болванки. Ну,
Пашки где-то 20-ка получается. У меня почти 23. И главное, что это, которая 14 тонн, она маленькая. Придется ей там играться. Две таких же вот тоже синих. И одна. Там, по-моему, она другого, ну, она другого цвета. И такая. Она маленькая совсем, она квадратная получается. Ну, не фигня, мы ее как-нибудь уложим. Ман, такой пылесборник. Так пылит. Мелких понаставили. В общем, пошел я расщепляться. Чуть 9. Это 4900, да, там что-то 3800, 9300 вот на два борта мы кинули. Ну, сейчас будем играться с 14-тонной хреновиной. По 14 тонну надо маневрировать, чтобы они ее через верх не тащили. Я сейчас вперед. И потом по команде буду сдавать назад. Я еще что-нибудь видел? Все, Вольво пошла, видите, выгрузился. Ну, ему-то вообще шикарно такой груз. На открытой площадке. У меня сейчас 9,8 на второй показывает. Даже 9,7. Он ее так заводит, что ли? И не надо это. Подъезжать, наверное, даже не надо будет.
современный, это вам такой УАЗик. 39 тонированный. Это аппарат. Ну, поехали по чуть-чуть. По чуть-чуть давай. Помаленечку. Ну, поехали. Поехали. По чуть-чуть. Что, нормально едем? Эти железки-то, сука, не дают войти-то. А, надо Который снять. доски-то установил. Что это их? Ну, пускай снимут с этой стороны. Ой, нет, пока вперед. Пускай с этой стороны снимут их. Еще метр. Поехали, поехали. Хорош. Вот как он нарисовал. Ну, сейчас будем играться с весами. Дома маленький, смотри. Будем смотреть. Расположат и что весы покажут. Много, полметра назад давай. Пробуй. Железо туда. Да. Ты вперед проедешь. Даже не полметра, метр давай. Один тонн на второй. Много уже. Давай по чуть-чуть вперед. Еще надо.
8. 9,7. Девять и 7. Что, нормально? Что, так оставляет? Ну давай это. Буквально 10 сантиметров сдвинем. Еще назад. Да, чуть-чуть назад. 10 сантиметров. Вперед еще проедем. Я чуть-чуть вперед. И Давай, все. Шарик. Вот так. Вот вперед проедем. И все. Ну все. Сейчас будет все. Все красиво. Норм. Все, ложим. Ну вот, смотрим. Осевая нагрузка 9,4, вторая. 22,4 телега, 22,5. Все. Ну вот она получилась, откуда эта железяка. Аккурат на 3 оси. Все, сейчас это все надо только увязать. И эту железяку надо вязать хорошо. 14 тонн весит. Ну вот так, братцы, поедет. Ну, груз, конечно, песня. В плане того, что он низенький, маленький. Чудо, никуда они не денутся, эти железяки. 3 ремнями они прижаты к полу. Никуда они не денутся. И здесь 3. Ну, а на этой 8. 4 на растяжку. Спереди, сзади. 4 сверху. Ну, вот это общий вес. Даже 23 тонны получается. Вот эта хрень 14 тонн. Та 4900 передняя. И это почти 4500. 4900 плюс 4, 8900. 9350, короче, здесь. И здесь 14. 23 350. Нормальный такой тоннаж. В общем, все. Осталось только собраться. И можно катить. Так. Ну вот и все. Мы собраны. Время у нас без 26. Сейчас за территорию выйдем. Так, я здесь направо не выверну. Надо сдавать назад, и как Паша выезжал. Мне вот эта маленькая мешает. Искать ее хозяина как-то
Ну, не имеет никакого смысла. Лучше тут вот назад сдать, да и по кругу проехать. Вот. Паша сказал, сегодня не поедет. Говорит, я вчера, говорит, помыться, говорит, в душ не попал. Я говорю, ну, конечно, ты не попал в душ. Вчера был чистый четверг, они, пацаны, там хотели в баню сначала сходить. Поехали за вениками, веники купить. По итогу веников не купили, в баню не попали, колейка, и в душ не попали. Говорит, передо мной было 6 человек в душ, колейка. Чистый четверг. Молодцы. Я во сколько часов? В 7 ходил. И то я ждал, наверное. Ну, передо мной человек зашел, и еще один был в очереди. Я почти час ждал. Я говорю, вы хотели вечером в душ сходить. Так он говорит, я сейчас, говорит, поеду на стоянку в душ. Завтра с утреца. Ну, давай. Догонишь, там, встретимся. Я говорю, я сейчас заеду похаваю. Да он до Шерловой горы доеду. Хоть немножко батарейки подзарядить. Чуть-чуть проехаться. Ехайте, барышня, ехайте, ехайте, барышня, ехайте. Эти машины, техникой все заставлено. Не пройти, не проехать. Сейчас здесь остановимся, надо все записать, все путевые листы заполнить, все. Еще раз сейчас глянем нашу нагрузку, контрольные данные. Осевая уже 9,3 на вторую. На телегу. Прицеп уже 23,2 стал. Ну это фигня. 22,5, 23,2. Нормально все. В принципе, можно было последнее и не сдвигать. Ой. Ну да, уже 9,2. Можно было, в принципе, последний сдвиг и не делать, который там чуть назад. Ну да ладно. Не, это нормально. Это нормально, это ты по всем весам везде проходишь. Легко. О! Так, все, мы сейчас все это дело тут заполняем, разлаживаем, подготавливаемся. Поедем поужинаем и прокатимся немножко. О, уже 23 стало. И это нормально. Все, чин-чинарем. Ну, наконец-то все формальности уладил. Уже время 6:30. Пока тут вбил все заправки в навигатор. Машке в мозги. Она ж понимать не хочет. Потом пока это позаполнял все путевки. Все туда-сюда. Кажется. Вот. Да я что-то болван-то это посмотрел-то ту заявку прислали, я ее даже не читал. Что-то это. Сейчас это смотрю, у меня же у меня две ЦМРки. И два места выгрузки, смотрю. Микошевич и Пинск. Паша на Пинск, на Микошевиче все везет. И вот у меня вот эти две болванки на Микошевиче, а потом Пинск. Я думаю, может так просто что написали. А потом это тут заявку смотрю, читаю. Не, у меня точно. Через 250 метров поверните налево. Вот эти две синенькие болванки мы выкидываем в Микошевичах, а вот эту 14-тонную мы повезем в Пинск. Вот так вот у нас. Я раз тоже вот заявку не почитал. Я не знаю, я может быть рассказывал, может быть нет.
Ну как не почитал? Я не взял заявку. Я только-только начал, это 4-й год был, работать в конторе, в которой 14 лет отработал. Вот. Я, наверное, рассказывал про трубы, что мне напарник с Таганрога 14 тонн, ой, 22 тонны труб притащил, а я не взял заявку. Ну и все, у меня, говорю, выгрузка. Ну, может, повторюсь, ну, пока тут до кафешки еду. У меня выгрузка написано Кёльн, а растаможка шведская, ну, на границе Германии с Польшей. Вернее, Польша с Германией. Понятно, приеду туда, и там, если что, мне там все документы, ну, поменяют, новый адрес выгрузки дадут. Уже ж не первый раз это все. И поехал. Заявку не взял. Вот. Ну и что, приехал я в это шведское, растаможился. Мне немцы, экспедиция, эти же ЦМРки отдает этот же адрес, Кёльн. Говорю, а год-то 2004 был. Я поехал. Никаких навигаторов еще ничего тогда не было. Не доезжая Кёльна, покупаю атлас, карту Кёльна вернее. Давай искать, где моя выгрузка, и понимаю, что что-то тут не то. Кёльнский кафедральный собор не так уж и далеко от моей выгрузки. Ну, еду. Я понимаю, что я уже накосячил, что что-то не сюда, но я уже приехал, можно сказать. Короче, я заперся. Я не знаю, ну, знаков грузового запрещения не было. Ну, получалось там 2 полосы, но 2 полосы для легковых. Автобусы там тоже, правда, ездили. Ну, я как бы, получается, 1,5 полосы занимал. В общем, приперся я в экспедицию, которая заказала эту перевозку. По итогу. Захожу, говорю, здрасте. Они там все на русском, там, бывшие эти, ну, наши там эти, которые туда переехали. О, здрасте. Я говорю, куда 22 тонны труб будем выгружать? В общем, потом начались разборки. Ну, по итогу сошлись на том, что 50 на 50. Как бы косяк и мой, и экспедиции, которая меня растамаживала, они мне должны были другую ЦМРку дать, а должен был я ехать в район Эрфурта, это центр Германии, а я на запад Германии приперся, в Кёльн. Повезло, что тогда как раз переходила Германия с оплатой. До этого платили там посуточно на Toll Collect, которая система сейчас у них. Мы там что-то года 2 или 3, наверное, ездили вообще бесплатно по Германии. О, кстати, бывшая контора, в которой 14 лет. Вот. И, получается, дороги были бесплатные. В общем, экспедиция доплатила нашим к фракту 350 евро за сожженную мною солярку, которую я туда спалил. В общем, я финансово не пострадал. Но на собрании сказали, что, говорит, наши, ну, а иногда что-то там это, ну, еще тогда, в те времена, что-то там фирма, там, президента иногда передавала в эту экспедицию. Говорит, всегда с этой экспедицией, ну, на объездную Кёльна машинка легковая выезжала, и там этот презентик забирала. Но, говорит, наш водитель умудрился приехать прямо к ним. Так, а я вот здесь вот так проеду? Нет, я так даже пробовать не буду. Слишком уж тут серьезные ямы. Я тут прицеп пополам переломаю. Давай, выходи. Века, машина века. Выходи, страдалец. Вот. Получилось так весело тогда. Но мне тогда повезло. И после этого в обязательном порядке у нас на фирме стали, ну там у них, да, на фирме. Блин, а я тут не влезу. Негде стать. Вон там поехали дальше станем. Стали выдавать эти заявки. В обязательном порядке стали влаживать заявки в документы, которые тебе дают на рейс. Вот, так же и здесь, видите, на заявки надо читать. Ну, я получил, ну, Микошевич, что там читать-то? Оказывается, у меня не только Микошевич, а тут, смотрю, 2 комплекта документов. Ну, что-то тут не то. Или, вернее, что-то не так.
Хорошо, куда мне стать так, чтобы я потом выехал? Я вон туда по прямой потом. Наверное, я там не выеду. Блин, тут по этим явам. Или я там выеду по прямой, или не выеду, или выеду. Или развернуться. Ладно, сейчас вот здесь развернемся. Блин, а чтобы тут не закопаться во что-нибудь, куда-нибудь. Чё я мучаюсь? Сейчас вот здесь вот назад сдам. Потом точно так же назад сдам. И как заехал, так и выеду. Еще крутиться здесь, разворачиваться что-то. Не сходить покушать. Еще надо читать заявки. Надо читать. У меня такой, лично у меня такой косяк случился. Тогда все там прихренели. Говорит, куда, говорит, 22 тонны труб будем? В какой, говорит, подвал будем их выгружать? Представляете, да? Я говорю, а я еду, тут эти небоскребы стоят там. Народ во фраках гуляет. И я тут такой, герой Кубани. Маршал Советского Союза, прусь тут с 22 тоннами труб. Весело было. Все, пошли поужинаем и поедем. Лагман мне здесь у них нравится. Жаргал кафе. Классный такой. Вроде 300 грамм, как бы немного. Достаточно наесться. Все там и мясо, и все есть. Такой очень полезный. Ну, такой, и полезный, имею в виду, такой сытный, вкусный. Лагман, чаек. Кусочек хлеба. 2. Все прекрасно. Полный живот. Ну и супер. Поехали. Сейчас сюда вот задом сдам и по прямой выйду. Правда, тоже ямы. Так, потихонечку. Да, меня интересует вопрос, как мои колесики выдержат. Все-таки 23 тонны. Это вам не 19 и не 20 даже. Как моя запасочка себя будет вести. Да и вообще, как все мои колесики выдержат. Ну как? Поехали, узнаем, как они выдержат. Такая машина грязная. Конечно, помыть бы было бы хорошо. Помоем. Ну, в Минске. Все, гуд, погнали. $7400 будет больше. Ориентировочно, ну, 8000, конечно, наверное, не получится до Микошевич. Хотя с Пинском так может быть и 8 получится. С Пинском потом возврат домой, так как раз 8 и выйдет. Сейчас будем перегон обгонять. Перегон. Будем обгонять перегон. Ну что, до свидания, Забайкальск. Не прощаемся. С Богом. Погнали.
вот этот подъем и стоял как раз перед Даурией. Тогда тут снега было, мам, не горюй. Вы помните, да? Всю 17 дней отстоял, нормально, тишина, спокойствие, солнце светило. В тот день, когда якобы нужно было, ну, выезжать, повалил снег. Правда, валил-то он там ночи до обеда, а потом-то прошел. Как бы вроде что-то подтаяло. Ну вот здесь этот подъем стоял. Висели тут пацаны на нем. Дженси. Вот одно Дженси здесь. Они этот Забайкальск оккупировали. Их больше всех тут. Я имею в виду из всех колонн Дженси. Вторая колонна тоже как раз таки называется Дженти. Вот их тут больше всех. И наш ман стоит. Не наш. Да, до этого посмотрел, до этого много, далеко, до Агинского, да даже и до Магайтуя далеко. Уже время-то без 28. Что, поедем до Шерловой горы, доедем и там спать ляжем. Все. Немножко поработали физически, размялись туда-сюда, ремешочки повязали. Не, я считаю, 8 ремней там достаточно. Если он захочет пойти этот груз, то его никакие ремни не удержат. Если что-то, ну, не дай бог, произойдет, то никакие ремни эту болванку не удержат. Я станок вез, котел вез 19 тонн. Тормоза дал, так когда котел 2 метра вперед проехал по прицепу. Ну не 2, 1,5. Все ремни, которые были на нем, по-моему, тоже было 8 ремней завязано. Ну 4, соответственно, он порвал. И больше он порвал. Нет, 6 ремней порвал. Ну а 2 как бы были на растяжку спереди, но они остались целые. Так что... Если вдруг, не дай бог, что-то произойдет, тут никакие ремни не помогут. Сколько бы их там ни было. Ну, груз-то невысокий. Когда вот мы катушки везли с Владивостока, там да, там было стрёмно, там потому что груз высокий. А здесь-то что, груз-то маленький, низкий. Все будет добро. Доедем. Уже отдыхают. Даурия, правильно, да, ударение? Даурия? Да я думаю, что правильно. Лампочки уже включить. Рога горят? Горят. Борзя в полумраке. Еще не совсем темно, но уже почти ничего не видать. Вот сейчас после Борзы тут сколько там, километров 15 может. И встаю. Кошмар, я уже спать хочу. Привык рано ложиться, ты не знаешь. Фигня какая-то. Борзу проходцы и до стояночки. Хорош на сегодня. И так уже. Слава, главное, что уехали, потому что, ну так, это было такое состояние подвесное. Поедем, не поедем, а тут Пасха вот послезавтра.
тронулся, как сказал бы Остап Бендер, да? Командовать парадом буду я. Один светофор, два светофора и тут поймать умудрился, но с моим-то везением не мудрено. Как раз 9 вечера. Прелестно. Становимся. С этим грузом, который у нас, можно ночевать хоть в поле. Не страшно. Главное, чтобы солярку не слили. А за груз так точно можно не переживать. Так. Как всегда становился, так и стану. Вдоль дороги здесь не буду. Вот. Вон машинка стоит. Я сейчас рядом с ним заломаюсь. Ну, вернее, развернусь и Или проложить. задом туда заеду. И вшиска, будем баиньки. На следующем повороте поверните направо. Завтра посмотрим, может в 6 поедем, может в 7. Как проснемся. Близко жаться не буду. Ужинать не пойду. Еще лагман болтается там, не улегся, не переварился. Я думаю, я быстрее засну. О, вообще сказка. И этот, как его, и уклон мой. Все как надо. Закрываем смену. Вот привычка никому не нужная. Привычка осталась. Маша, bitte schlafen. Ну что, братцы, на 130 километров уже меньше наш маршрут. Засим позвольте откланяться в опочивальню. Завтра продолжим.